Наиболее полное описание шизоидной личности. Начну с цитаты из книги Конюховых под названием «Шизоидность». Поведение, переживания, чувства шизоида можно сравнить с воображаемой, думающей, размышляющей, переживающей коровой. Она видит, как ее любит хозяйка и вся семья. Ее благодарят за молоко, ее кормят из рук, гладят, моют, убирают за ней, нередко поют для нее песни, искренне проявляют чувство любви и привязанности. Однако конечная участь всех буренок одинакова. После того, как она перестает давать молоко, ее забивают на мясо. Вот так и условная шизоидная корова искренне отвечает любовью на любовь, переживает моменты наслаждения, однако, кроме данных чувств, постоянно помнит и о том, что человек скоро ее убьет и съест. Шизоиды ненормальны в том, что они не могут на месте коровы, в момент, когда ее гладят, забыть, не помнить и вытеснить из сознания тот факт, что ее скоро убьют эти же люди. Итак, начнем с общей информации и описания шизоидов. Шизоиды – это люди, которые предпочитают уход в себя в качестве основной психологической защиты с самого начала жизни. Шизоидный индивид – это человек, развитие которого оказалось под серьезной угрозой на самой ранней стадии жизни. Жизнь для шизоидов – это постоянная борьба за сохранение своего психического существования. В основе их личностной структуры в первую очередь лежит нежелание вступать в близкий контакт с окружающими. Шизоиды интересуются абстрактно-теоретическими проблемами. Особенно часто среди них встречаются представители точных естественных наук – астрономы, физики, математики и инженеры. Если речь идет о науках, обслуживающих человека, то это чаще всего те дисциплины, которые не связаны с непосредственным общением, такие как психологическое тестирование, программирование или теоретическая научная деятельность. Шизоид – это не шизофреник. Не следует употреблять эти слова как синонимы, так как они имеют совершенно разное значение. Общие выражения, которые люди обычно говорят о шизоидной личности, звучат так. Он ушел в себя. Он всегда рассеян. Он бесчувственный. Он живет в своей голове. Он живет в мире идей. Трудно понять, кто он такой. Он не может ничем восторгаться. Самая распространенная черта, по которой можно распознать шизоидную личность, это значительное ограничение жизни в теле. Движения кажутся скованными, часто механическими, лишенными естественной спонтанности и плавности. Отсечение жизнеобеспечивающих потоков особым образом реализуется в виде ограничения, навязанного дыхательным движением. В этой структуре характера оно часто реализуется сжатием диафрагмы и, как следствие, более поверхностным дыханием. Неспособность выражать чувства, пустота и вялая экспрессия отличают шизоидов от других людей. В их внутреннем мире нет объектов, которые бы эмоционально принимали их. Шизоиды не выражают эмоции не потому, что их нет, а потому, что им некому их выражать. Еще одна характерная черта шизоидных личностей – это отсутствие связи между мышлением и эмоциями. У них наблюдается отсутствие настоящей эмоциональной спонтанности и некая механическая манера в выражении себя. Может иметь место также чрезмерный рационализм, соединенный с тенденцией воспринимать тех, кто более эмоционален, как иррациональных, лишенных самоконтроля или сумасшедших. Дополнительно может наблюдаться специфическая искусственность эмоциональной экспрессии до такой степени, что человек выглядит так,
словно плохо играет отведенную ему роль. Иногда он проявляет интерес к тому, что он должен чувствовать в некоторых определенных обстоятельствах. Шизоидные личности часто очень чувствительны. Их может угнетать избыток света, шума или движения. Шизоиды часто озабочены необходимостью избежать опасности, быть поглощенными или привязанными. При этом такие фантазии приписываются окружающему миру, как содержащему поглощающую силу, угрожающую безопасности. Несмотря на внешнее спокойствие, в фантазиях таких людей может присутствовать насилие. Шизоиды избегают вступления в любые эмоциональные связи с другими людьми. Те добрые чувства и намерения, которые они проявляют к другим людям, могут быть замаскированы чувством тревоги или жалости к себе. При этом нередко замкнутость для них – это не отсутствие потребностей в интенсивном общении, в эмоциональной эмпатии с окружающими, а боязнь общения, боязнь ситуаций, когда их искренность, их естественность в общении будет отвергнута. Утрата интереса к будущему, утрата аппетита, уход от людей, интровертированность, отрезанность от мира – все это описание шизоидного состояния. Шизоиды очень чувствительны и быстро чувствуют себя ненужными среди других людей, поскольку одиноки в своем внутреннем мире. Благодаря независимости и изолированности от общества, шизоиды легче переносят одиночество. Они уже давно построили для себя собственный мир, в котором живут, обходясь без человеческого участия. Шизоиды меньше, чем другие, боятся смерти, относясь к ней как к объективному факту. В связи с тем, что они так мало отдают миру и человечеству, они меньше, чем другие, чувствуют свою покинутость и заброшенность. Они держатся не столько за посторонних, сколько за самих себя, и поэтому легче, чем другие, расстаются с внешним миром. Обычно шизоиды ведут активную фантазийную жизнь, а в реальности страдают от утраты вкуса к жизни. Нередко такие люди хотят реализовывать свои мечты в реальности, но как только эти мечты начинают осуществляться, то необъяснимым образом они не способны ни признавать, ни радоваться этому, в особенности, если это связано с отношениями. Многие трудоголики, интеллектуалы, эффективные организаторы, достигающие значимых результатов, бывают равнодушны к другим и к результату, что указывает на их шизоидность. С психологической точки зрения, жизнь шизоидов связана с повышенным стремлением к самосохранению. Поэтому они дистанцируются от других людей, не позволяя приближаться к себе. Нарушение этой дистанции расценивается ими как угроза их жизненному пространству, как опасность для их независимости и целостности их личности, и вследствие этого пресекается. Прежде всего, в близких контактах шизоидные личности уклоняются от интимности и избегают ее. Они боятся встречи с другой индивидуальностью и стремятся ограничить человеческие связи лишь деловыми отношениями. Когда тревога шизоидов становится очень сильной, то они уходят от объектных отношений и становятся эмоционально недоступными. Они начинают действовать автоматически и механически, не испытывая при этом никаких чувств. По сути, они становятся инструментами. При этом строго алгоритмизированная деятельность, навязанная им другими людьми, может вызвать у них внутренний протест. Автоматическое и механическое выполнение действий помогает шизоидам поддерживать жизнь в реальном мире. Если человек пользуется этим способом длительное время, формируется устойчивый шизоидный характер.
Человек действует как робот, обезопасивший себя от иного представления о мире. Жизнь превращается в поиск истины, а не любви. Идеи становятся важнее, чем люди, поэтому шизоиды часто интересуются наукой, а не религией. Метафорическое исполнение долга у шизоида будет игнорировать жизни и чувства других людей. Этика и мораль представляются шизоидам весьма сомнительными. У них снижена регулирующая функция общечеловеческих правил, законов поведения. Они считают, что большинство требований, предъявляемых человеку, чрезмерны и вызывают у него чувство вины. Позитивной стороной шизоидов является прежде всего их суверенность и независимость, мужественность в отстаивании своей автономии и индивидуальности. Им свойственны острая наблюдательность, аффективно-холодная деловитость, критический, неподкупный взгляд на действительность, способность к объективному отражению фактов без смягчения и украшательства. Они лишь в незначительной степени ограничивают себя общепринятыми традициями и догмами и, будучи независимыми, берут на себя ответственность за рискованные, ранее неиспытанные действия. Когда эмоциональная жизнь не обеднена, шизоиды являются очень дифференцированными, сензитивными людьми, питающими глубокую антипатию ко всякой банальности и пошлости. На самом деле, они могут находиться среди людей только при условии эмоциональной обедненности и холодности. Их отношение к религии носит большей частью скептический, даже циничный характер. Они остроумно высмеивают бессмысленность веры, критически относясь к ритуалам, традициям и другой формалистике. Они вообще охотно лишают колдовского очарования и разоблачают все, что имеет ореол таинственности, безо всякой почтительности относятся к необыкновенным явлениям, объясняя их с точки зрения современной науки. С полной убежденностью они рационализируют все, что связано с недостатком информации, получаемой органами чувств так, что их суждения не вызывают дискуссий. Шизоидными характерными чертами являются: первое. Интроверсия. Все желания шизоида направлены на внутренние объекты. Внутри шизоид живет интенсивной, богатой внутренней жизнью, а барьер между сознательным и бессознательным может быть очень тонким. Второе. Отчужденный уход от внешнего мира. Третье. Нарциссизм. Поскольку объекты любви находятся внутри, а шизоид отождествляет себя с ними, то и его энергия направлена на него самого, а не на других. Четвертое. Самодостаточность. Шизоиды могут не обращать внимания на других людей как на личностей, а связь с ними строить у себя в голове и получать от нее удовлетворение. Этот механизм помогает шизоиду избегать внешних связей с другими людьми. Несмотря на это, у них есть глубокая эмоциональная нужда в других людях. Пятое. Чувство превосходства или чувство инаковости, отделенности от других людей. Иногда проявляется в абстрактных размышлениях о жизни, а не о реальных связях с людьми, а также в стремлении к всемогуществу. Чтобы почувствовать себя отделенными, шизоиды часто игнорируют общественные ожидания. Очень часто чувство превосходства не осознается, а выявление и анализ этого чувства вызывает мощное сопротивление. Шестое. Утрата аффектов или утрата чувств. Бесчувствие шизоидов часто ведет к циничности, бессердечию и жестокости. При этом они могут не понимать,
что этим они обижают других людей. 7. Одиночество, и, в частности, одиночество среди людей. 8. Деперсонализация, или утрата чувства идентичности и индивидуальности. 9. Регрессия. Она связана с тем, что шизоиды чувствуют себя подавленными внешним миром и борются против него внутри себя. 10. Неординарность. Окружающие легко замечают интеллектуальное, эмоциональное, мотивационное своеобразие шизоидов. Нередко они бросают вызов человечеству как своим мышлением, так и своим поведением. Также часто у этих людей может быть очень слабая память, особенно память межличностных отношений, конфликтных по отношению к детству. Характерные убеждения шизоидов звучат так: «Я не имею права на существование», «Мир опасен», «Наверное, со мной что-то не так», «Если бы я позволил себе ослабить контроль, то мог бы кого-нибудь убить», «Я все это разрешу своим интеллектом». Настоящие ответы в этой жизни имеют духовную природу и принадлежат к другому миру. Теперь перейдем к вопросу о том, как формируется шизоидный характер. Шизоидное состояние психики отражает жалобы на чувство отрезанности, запертости и отчужденности. Часто шизоидные личности называют это состояние депрессией, однако в нем отсутствует чувство вины и скорби, как в классической депрессии. Также, в отличие от депрессии, в этом состоянии отсутствуют объектные связи. Такое состояние можно назвать шизоидным. Энергия направляется во внутренний мир, а не во внешний, а сознательное эго человека лишается витального чувства и становится нейтральным наблюдателем. Шизоидное состояние заключается в попытке аннулировать внешние объектные отношения и жить отчужденно и отстраненно. Шизоидное состояние можно описать как внутреннюю пустоту. Пустота возникает из-за эмоциональной депривации и недостатка любви, если рядом нет заботящегося о младенце взрослого. При отсутствии заботы снаружи младенец заполняет пустоту, успокаивая себя внутри самостоятельно. Это позволяет ему сформировать себя и стать тем, кем он сам захочет, так как с самого раннего детства ребенок привыкает справляться с собой сам. В какой-то степени эта пустота убирает ограничения и рамки, в которые ставят себя менее шизоидные люди. Шизоид может обходиться с пустотой двумя способами. Первый. Постараться стать независимым, самодостаточным и изолировать себя от других людей с целью избавиться от потребностей в других людях. В таком случае пустота становится навязчивым идеалом, к которому шизоид стремится. Второй. Не отказываться от потребностей и попытаться заполнить пустоту объектными отношениями с другими людьми. Если пустота не становится невыносимой и травматичной, она дает человеку свободу, с помощью которой формируется независимая от других личность. К внутренней пустоте приводят плохие внешние взаимоотношения в младенчестве. Такие чувства испытывает ребенок, которого отнимают от груди, или при отсутствии заботы матери по причине ее болезни или смерти. Похожие чувства возникают, когда мать присутствует, но эмоционально отстранена или равнодушна. Иными словами, младенец в самом начале своей жизни разочаровывается в отношениях с матерью. В итоге
ребенок вынужден обороняться или защищаться от окружающего его мира, не чувствуя себя в безопасности. Все это переживается ребенком как отвержение. Объект становится плохим. Плохие переживания не могут быть переварены. Они остаются инородными объектами, которые психика пытается спроецировать вовне. Для развития личности имеет особое значение то, вскармливается ли ребенок грудью или его кормят искусственными смесями. Постоянный возврат к матери, их взаимная интимная радость при кормлении грудью не только дает ребенку возможность постепенно знакомиться с объектом, который надежно обеспечивает удовлетворение его потребностей, но является первым уроком человека в обретении им надежды, благодарности и любви. Шизоидный уход является разумным поведением в тех обстоятельствах, которые его породили. Поведение ребенка в ситуации, в которой не удовлетворяются его потребности, является здоровой реакцией на опасность. В утробе матери потребности ребенка удовлетворялись, тогда как после рождения нет. Поэтому стремление вернуться в матку – это достаточно разумный способ, чтобы вернуть себе удовлетворение потребностей. Фантазии о возвращении в матку – это крайне шизоидная реакция. Наиболее патологический шизоидный уход возникает в первый год жизни. Он связан с инфантильной тревогой, реакцией страха и бегства. Фрустрация потребностей младенца приводит к усилениям этих потребностей и к агрессии, которой он вскоре начинает бояться из-за того, что опасается поглотить и в результате потерять объект любви. В этот момент возникает чувство вины, которое на такой ранней стадии приводит к шизоидному уходу. Во взрослой жизни это проявляется утверждениями вроде «я не могу выдвигать умеренных требований, поэтому я не высказываю никаких требований». Или «я теряю каждого человека, которого люблю». Проблема, из-за которой формируется шизоидный характер, в окружении, а не в младенце. Выделяются три причины возникновения шизоидного состояния. Первое. Отказ близких людей удовлетворять потребности ребенка. Второе. Столкновение с враждебным объектом, которое вызывает страх у младенца. Третье. Отвержение и невнимание со стороны внешнего мира. С самого детства ребенок пытается справиться с этой проблемой сам. В той мере, в которой это происходит внутри, никто не знает, что с ним происходит. Так формируется интроверсия шизоидов. Жизнь становится борьбой против регрессии. За внешним спокойствием может скрываться напряжение, которое прорывается наружу телесно. В результате отказа от спонтанных объектных связей у шизоида возникает желание к уходу от жизни не в смерть, а в несуществование, в пассивность или в забвение. Часто шизоидные личности описывают это как психическую смерть. На сознательном уровне потребность в забвении подталкивает шизоида к алкоголю или к наркотикам. Однажды возникнув во взрослом возрасте, эта регрессия может быть смертельно опасна. Чтобы не впадать в состояние забвения, шизоиду необходимо, чтобы присутствовал близкий человек, который настоятельно побуждал бы его находиться в контакте. В противном случае эго шизоида начинает утрачиваться. Регрессивное стремление устанавливает запрет на способность любить и быть любимым. После периода младенчества, в детстве шизоидных личностей, родители и воспитатели чаще всего уделяют им мало внимания
и дают мало тепла. Эмоциональные потребности ребенка обеспечиваются ими не в полной мере и без взаимности. Они часто высмеивают эмоциональные проявления ребенка, с легкостью вызывают у ребенка чувство неуверенности, разгадывая и высмеивая их мотивы и наивную психологическую защиту. Тем самым они толкают шизоидов уже в раннем возрасте к саморефлексии. У нешизоидных людей есть объектные связи с матерью. Когда плохо, грустно или одиноко, мать погладит по голове и скажет «все будет хорошо», и человек в это поверит, то есть утешение возможно. Поскольку у шизоидов мать либо отвергающая, либо отсутствует, такой фантазии и опоры у них нет. Поэтому они привыкают справляться со своими проблемами самостоятельно. Окончательным результатом всех шизоидных травм и ранних ограничений развития является замораживание тела, цель которого – контроль над мощными негативными эмоциями. Перейдем к психологическим защитам, которые используют шизоиды. Основная защита шизоидной личности – это уход во внутренний мир или уход в фантазии. В некоторой литературе уход в фантазии также называют отстранением. Отстраненность помогает шизоидам избежать гиперстимуляции и травматического посягательства. В результате шизоиды реагируют на других людей безразличием или открытым избеганием личного внимания и признания. Несмотря на это, они желают, чтобы их творческая работа имела влияние. Можно сделать вывод, что потребность в личном пространстве превосходит их нарциссические потребности. Уход в мир фантазий происходит тогда, когда зрелые защиты не сформированы, а имеющиеся недостаточны, чтобы сохранить целостность. Более развитые шизоидные личности способны использовать проекцию, идеализацию и обесценивание. Умственные способности и воображение шизоидных личностей позволяют им особенно умело применять интеллектуализацию. Человек, который просто уходит, физически или психически, когда он в стрессе, не нуждается в психологических защитах отрицания, смещения, реактивного образования или рационализации. Следовательно, аффекты, образы, идеи и импульсы, которые нешизоидные люди скрывают от сознания, для шизоида легко доступны, делая его реакции эмоционально честными, что нередко поражает других нешизоидных людей и воспринимается ими как нечто неожиданное и захватывающее искреннее. Для шизоидов характерно состояние умерщвленности, которое проявляется в виде эмоциональной пустоты и безжизненности физического тела. Это состояние – защита от повторного переживания страха дезинтеграции. Также оно помогает не чувствовать собственную уязвимость. Эту ригидную защиту можно разрушить, научив шизоидную личность признавать эмоциональную потребность в обращении к другому. Очень часто страх поглощения объекта связан с едой, поскольку нередко шизоиды отвергают пищу так же, как и людей. Такие люди предпочитают есть в одиночестве, а при начале приема пищи у них пропадает аппетит. Реакции на людей и на пищу у шизоидов одни и те же. Некоторые шизоиды могут страдать от компульсивного переедания. Переедание – это попытка заполнить едой внутреннюю пустоту. Шизоидам нелегко контролировать агрессивность, от которой может страдать их окружение. Агрессия
это защита от страха. Чаще агрессия проявляется пассивно в виде резкости, холодности, цинизма, сарказма и высокомерия. Также ярким проявлением агрессии у шизоидов является быстрый и внезапный переход от теплоты в отношениях до холодности. При такой структуре характера очень распространены попытки заслужить внешнее одобрение и самоодобрение через достижения, часто связанные с умственными способностями. Это единственная возможность контактировать с миром, выразить самого себя, получить признание, одобрение и чувство своего места и своей роли в жизни. Поражение в этой сфере может вызвать серьезную депрессию, а также суицидальные мысли и попытки самоубийства. Также часто у шизоидов появляется идея быть кем-то особенным. Компенсаторная идея собственной исключительности является способом вытеснения реального состояния бытия, где человека отвергали, не любили и использовали. Она может реализовываться через реальные достижения в науке или в искусстве. Перейдем к проявлениям любви и агрессии у шизоидов. Способность шизоидов к любви заморожена ранними переживаниями отвержения. У некоторых шизоидов желание умереть скрывает глубокое чувство, что витальная сердцевина их самости умерла в раннем детстве, а от него осталась лишь оболочка в виде тела. Когда человек хочет любви от объекта, но не получает ее, он может отреагировать двумя способами: преисполниться ярости и проявить агрессию, или сдерживать свои чувства и болезненно и страстно желать полного обладания объектом любви. В первом случае агрессия – это ненависть или рассерженная любовь, цель которой – изменить внешний объект. Во втором вместо агрессии возникает страх, что любовь стала настолько сильной и жадной, что она способна поглотить объект и стала деструктивной. Депрессия появляется от страха, что любовь перерастет в ненависть. Она появляется, чтобы не разрушить объект любви. Шизоидная отчужденность является страхом любви и возникает, чтобы сохранить объект от разрушения любовью или потребностью в любви. Ненавидимый шизоидный ребенок научился, что лучше удалиться, чем бороться, и что переживание чувств злобы безрезультатно и ничего не решает. Очень часто во взрослой жизни такой человек полностью вытесняет свою злобу и начинает идеализировать собственную доброжелательную натуру. Шизоиды страстно жаждут близости, хотя боятся поглощения, ищут дистанции, чтобы обезопасить себя, но при этом страдают от одиночества. Эта дилемма обусловлена сохранившимся из младенчества особым типом зависимости от объектов любви. При сепарации шизоид растерян и не чувствует безопасности, а при воссоединении ощущает себя проглоченным и утратившим индивидуальность. Шизоид не может оставаться одиноким, однако всегда борется за свою независимость от других. Жизнь такого человека проходит в смене мест жительства, работы, увлечений, друзей. Однако зачастую он не способен создавать стабильные и длительные взаимоотношения. Особенно тяжело шизоиду решиться на длительную эмоциональную связь. Он склонен большей частью к кратковременным, бурным, но изменчивым связям. Брак для него представляется прежде всего несовершенным человеческим устройством, которое само собой распадается, а потому
не может принести радости и удовлетворения. Шизоид хранит любовь в себе не только из чувства, что она слишком дорога, но и из чувства, что она слишком опасна для окружающих объектов. Он заменяет любовь ненавистью в отношениях и пытается вызвать ненависть к себе ради того, чтобы удерживать объект на дистанции. Часто шизоиды могут позволить себе любить и быть любимыми только на расстоянии. Одним из способов понять исходную дилемму шизоидной личности может помочь пример, когда в публичном месте приступ ярости отца или матери по отношению к маленькому ребенку сопровождался утратой самоконтроля со стороны родителя. В этот момент ребенок перенимает роль родителя и делает все необходимое, чтобы только овладеть ситуацией и заставить его сдержать эмоции. Если у родителя очень ограниченная эмоциональная стабильность, то его болезненный взрыв ярости слабо связан с тем, что делает ребенок или чего не делает. В результате в ребенке часто развивается глубинная чувствительность и способность распространять заботу на родителя в ситуации, когда ему грозит потеря контроля или когда таковое уже произошло. Когда человек вырастает, искусность и сложность этой защиты усиливаются, но на фундаментальном эмоциональном уровне защитные структуры остаются по-прежнему очень примитивными и, по сути, отражают вытеснение того, что на самом деле произошло в отношениях с его опекуном. Этот паттерн шизоид повторяет в других межличностных отношениях. Порой подавленная способность к любви и самоотдаче прорывается в экстремальных формах ревности или даже в бреде ревности. Шизоид чувствует, как мало любви он отдает партнеру, как мала его способность к любви, и подозревает, что партнер вряд ли сможет остаться с ним. В связи с этим он подозревает наличие соперника, который и сильнее любит, и больше него способен к любви. Во взрослом состоянии люди с шизоидной структурой характера часто сталкиваются с мучительной проблемой отчужденности от собственного тела и страхом сексуальной близости. В сексуальном плане шизоидные личности могут быть безразличными, несмотря на способность получать оргазм. Большие трудности проявляются тогда, когда у шизоида возникает резкая амбивалентность между любовью и ненавистью, когда его глубокие сомнения в своей способности любить переносятся на партнера. Что касается агрессии, она переживается шизоидами лишь как освобождение от зависимости, неконтролируемое и лишенное чувства вины. Из этого следует, что шизоиды в своих взаимоотношениях с другими людьми не имеют ни малейшего представления о действии их чувств и агрессии. Они рассматривают это лишь как форму реагирования, и до посторонних им нет никакого дела. Поэтому они не знают, какими они могут быть резкими, оскорбляющими и грубыми. Шизоиды не любят, но бессознательно стремятся к конфликтам, в которых ведут себя достаточно конструктивно. Самое важное для них в конфликте – это этап примирения. Именно ради момента примирения, ради искренних душевных отношений с обычными людьми, они и идут на конфликт. Кроме того, конфликт для шизоида – это естественный способ испытать контрастные чувства, перейти из негативного состояния в позитивное и сблизиться с другими людьми. Для шизоидов характерна импульсивность их эмоционального мира, а в силу этого и импульсивность решений. При этом они готовы сменить и своего партнера по жизненному пути, и профессию, и друзей, в зависимости от накопившейся раздражительности
и в зависимости от сложившейся ситуации. Им кажется, что сменив профессию, место работы, мужа или жену, они смогут найти себя как личность. И все-таки необходимо отметить, что их решения находятся нередко на грани здравого смысла, на грани способности реально оценивать ситуацию. Перейдем к поведению шизоидов с другими людьми. Для начала пара цитат. Нэнси МакВильямс пишет, что шизоидное собственное «я» всегда находится на безопасной дистанции от остального человечества. Гарри Гантрип в своей книге о шизоидных личностях описывает отношение шизоидов к другим людям через притчу Шопенгауэра о дикообразах. Звучит она так. Много дикообразов собрались вместе, потому что им было холодно, но при этом укололись об иглы друг друга и поэтому вновь отодвинулись. Они продолжали так сближаться и отдаляться до тех пор, пока наконец не нашли приемлемую дистанцию, когда им было не столь холодно, и в то же время они не кололи друг друга. В большей степени шизоиды боятся хороших и нежных отношений, чем плохих и враждебных. Как только к ним проявляют тепло, они бессознательно отказываются от него, иногда в огромном страхе. Часто это проявляется в форме необъяснимой утраты интереса. Как бы сильно шизоид не пытался вступать в контакты, он всегда уходит от них. Противоречивое отношение шизоидов к самым близким людям нередко объясняется их высокой интуицией. Если учесть, что эгоизм у людей маскируется и принимает внешние альтруистические формы, то подобное противоречивое отношение шизоидов к близким не так уж беспочвенно. Шизоиды видят, как с помощью защитных реакций самые близкие люди скрывают порой свои подлинные чувства, отношения, мнения. И подобное поведение со стороны близких людей не может не ранить шизоидов. Для того, чтобы установить близкие отношения, шизоидам необходимо находиться на расстоянии. В отношениях шизоиды склонны к перепадам настроения, от теплого эмоционального контакта до холодности и отчуждения. Не возникает никаких стабильных, свободных, теплых привязанностей. Шизоиды очень чувствительны к отвержению, поэтому не могут терпеть свободу партнера в отношениях. Если шизоиды вступают в отношения, они стремятся превратить человека в объект и пытаются его контролировать. Неспособность переносить и контролировать человеческие отношения часто приводит шизоидов к направлению их энергии на другую деятельность, не связанную с людьми. Такая деятельность может стать компульсивной и может проявляться в переедании, злоупотреблению алкоголем или наркотиками, или к стремлению обладать какими-либо материальными ценностями. Все это – попытка заполнить внутреннюю пустоту. В связи с трудностями, которые проистекают из чувственной связи с партнером и вообще из поиска партнера, шизоиды часто остаются одинокими и, в конце концов, находят партнера в себе самом, получая при этом самоудовлетворение. Фундаментальный шизоидный страх в речи проявляется как страх быть проглоченным, задушенным, поглощенным. Шизоиды необычайно чувствительны ко всему, что угрожает их свободе и независимости или ограничивает их. Сохранение независимости становится навязчивой идеей, что порождает страх связать себя с кем-либо или чем-либо, каким-либо образом. Также это приводит к утрате интереса,
хотя изначально энтузиазм на совершение действия был. Попытки избежать переноса своего страха на объекты внешнего мира, преодолеть или устранить страх, не помогают избежать его. С ростом аутизма шизоиды все больше утрачивают интерес к окружающему миру и людям и расценивают события, связанные с утратой объекта, как катастрофу. Так как их заинтересованное участие в мире минимально, а их склонности направлены вовнутрь, это приводит к обеднению окружающего мира и его обесцениванию. Поскольку шизоидные люди чувствуют себя в безопасности с очень небольшим числом других, любая угроза или реальная потеря связи с людьми, с которыми они действительно чувствуют себя комфортно, может быть опустошающей. Если в мире всего 3 человека, кто по-настоящему их знает, и один из них исчез, значит исчезла треть всей поддержки. Шизоид может бросить все – богатство, деньги, ближайших родственников – для того, чтобы быть рядом с человеком, который его понимает. Эмоциональная эмпатия, взаимное понимание для таких людей представляют более важную ценность. К окружающим шизоидные люди относятся бесстрастно, иронично и слегка презрительно. Очень часто люди воспринимают шизоидов так, как будто они выше них, будто мелочные проблемы других людей их не интересуют. Они отстранены, сдержаны, держатся на расстоянии, неразговорчивы и внешне безразличны. Они часто кажутся странными, обособленными, непредсказуемыми в своих реакциях или вызывающими недоумение. С ними можно быть давно знакомыми, но по-настоящему не знать их. Сегодня кажется, что мы имеем с этим человеком хороший контакт, а завтра он ведет себя так, будто мы с ним никогда не виделись. Достигнутая ранее близость внезапно и резко прерывается, и появляется непонятная, необоснованная агрессивность или враждебность, оскорбительная для нас. Даже у самого нарушенного человека данного психотипа отмечается преднамеренная оппозиционность, необходимая для сохранения чувства собственной интегрированности. Одна из основных особенностей шизоидных личностей заключается в их стремлении навязать свои нормы, ценности, свое понимание мира окружающим. В то же время они не склонны воспринимать нормы и ценности окружающих. Часто потребность шизоидов во взаимопонимании и внутренняя требовательность к окружающим намного выше, чем их требовательность по отношению к себе. Шизоиды могут занимать различные места в структуре межличностных отношений. Они могут быть как белыми воронами, объектами отвержения, так и обладать довольно высоким социометрическим статусом. Однако в данном случае они держат определенную эмоциональную дистантность с окружающими, ибо иначе просто не могут. Холодная сдержанность, независимость в сочетании с другими качествами личности рождает их различную степень авторитетности в коллективе. Но шизоиды могут занять и высокий социометрический статус, особенно в обществе, где ценятся интеллектуальные ценности, особые увлечения и нестандартность личности. В этих ситуациях необычные увлечения шизоидов, их связи с аналогичными людьми резко повышают их социометрический статус. Работа с людьми нередко служит самоцелью шизоида, которая может прийти в противоречие с целью деятельности той организации, в рамках которой он работает. Для него важна порой не предметная цель деятельности,
а моменты эмпатии, взаимопонимания с окружающими людьми. Для него важен факт самореализации как личности. Вместо того, чтобы инвестировать в грандиозную самопрезентацию или поддерживать защитное стремление к контролю, шизоидные люди имеют тенденцию чувствовать глубокую и взаимопроникающую связь со своим окружением. Шизоиды, как правило, честны с собой и миром. Им непонятна такая концепция, как потеря лица. Назвать руководителя некомпетентным для шизоида это не акт неповиновения, а информационное сообщение, в ответ на которое он ждет конструктивный ответ и очень удивляется, когда не получает такую реакцию. Еще некоторые отличительные особенности шизоидов. Шизоидные люди не борются со стыдом и виной. Они принимают себя и мир достаточно полно. Нередко для них эти чувства незнакомы. Шизоидам интересно любое правдивое мнение о них, а не только хорошее, что сильно отличает их от других людей. Шизоиды не искажают реальность и не обманывают себя. Зачастую из-за этого они не могут примириться с реальностью и поэтому уходят от нее. Шизоиды часто подменяют реальные решения в эмоциональной сфере их отношений во внешнем мире интеллектуальными решениями во внутреннем. Из этого два следствия. Первое. Мыслительный процесс становится сильно заряженным энергией и становится преобладающей сферой самовыражения. Второе. Идеи заменяют чувства, а интеллектуальные ценности подменяют эмоциональные ценности. Для шизоидных личностей часто характерно видение противоположного в вещах, одновременно и плохого, и хорошего, сильного и слабого, светлого и темного, качественного и количественного, успешного и неуспешного и так далее. Тождество противоположностей – это то, что характерно как для ценностных ориентаций шизоидов, так и для их мышления. От изнуряющего психологического влияния взаимоисключающих стимулов обычный человек избавляется с помощью активного включения механизмов вытеснения. Однако шизоиды ограничены в возможности активного использования этих механизмов. У этих людей чувства любви и ненависти, эмоции жизни и смерти являются реально и одновременно присутствующими психическими переживаниями. Если у нешизоидных людей радость сменяется огорчением, положительные эмоции сменяются отрицательными, то у шизоидов эта смена затруднена, а порой и невозможна. У них относительно противоположные эмоции как бы сосуществуют. Таким образом, чувства, образы, идеи и импульсы, которые нешизоидные люди скрывают от сознания, для шизоидов легко доступны, делая их эмоционально честными, что часто поражает других людей. При этом люди зачастую не считают ценной способность шизоидов не вовлекаться в ситуацию, а смотреть на нее со стороны. Шизоидные люди обладают радаром для распознавания избегания, наигранности и фальши. Они могут быть удивительно сонастроены с бессознательными процессами других, воспринимая происходящее на невербальном уровне лучше, чем другие. То, что очевидно для них, часто остается невидимым для менее шизоидных людей. Обладая чувствительностью и интеллектуальными ресурсами, люди с шизоидной структурой характера нередко выбирают профессии консультантов и терапевтов, в которых они применяют свою обостренную наблюдательность, помогая другим
и при этом находясь от них на безопасном расстоянии. Также шизоидные люди легко узнают друг друга. Они чувствуют себя членами так называемого сообщества одиночества. Поскольку все скрытые процессы могут быть одинаково видимы для шизоида, ему невозможно понять, о чем говорить социально приемлемо, а что незамечено или неприлично иметь в виду. В попытке преодолеть трудности, связанные с эмоциональной отдачей, шизоиды прибегают к двум техникам. Первое. Техника исполнения ролей. Играя роль или исполняя заимствованную роль, шизоид способен выражать много чувств и производить впечатление имеющего социальные контакты. Но действуя таким образом, он на самом деле ничего не отдает и ничего не теряет, так как его личность не вовлечена в этот процесс. Поступая вопреки ожиданиям окружающих и ведя себя эксцентрично, они тем самым культивируют свою чрезмерную уникальность, которая еще больше отделяет их от мира. В то же время внутренне они бывают неумолимо самокритичны и невыносимо одиноки. Вторая техника. Техника эксбиционизма. Привлекательность для шизоида литературной или артистической деятельности частично обусловлена тем, что эти виды деятельности открывают путь эксбиционистским способам выражения без прямого социального контакта. Художник демонстрирует или выставляет свои картины, при этом напрямую не демонстрируя себя. Для облегчения чувства эмоционального истощения шизоид нередко начинает считать отданное или созданное им никчемным, прибегая к обесцениванию. Перейдем к вопросу о терапии шизоидной личности. Частая причина поисков психотерапии у шизоидной личности – это утрата. Другой, связанной причиной, является одиночество. Они приходят в терапию из-за изоляции, депрессии, тревожного состояния или страха сойти с ума. Некоторые шизоиды обеспокоены собственной нормальностью, независимо от того, теряли они ее на самом деле или нет. Терапевтический опыт с шизоидными клиентами показывает, что рано или поздно они принимают фундаментальные эмоциональные решения. Первое. Наверное, со мной что-то не так. И второе. Я не имею права жить. Информация, раскрывающая шизоидную позицию, не предъявляется, когда защиты достаточно эффективны. У крайне нестабильного шизоида такой материал прорывается наружу с пугающей легкостью. То есть уже на первой встрече нестабильный шизоид может делиться очень личными и глубокими переживаниями, даже при отсутствии доверия к терапевту. Центральная задача терапии шизоидной личности – увеличить ее толерантность к собственным чувствам и их экспрессии. Шизоид может научиться, что ни страх, ни злость не приводят к разрушительным последствиям. В некоторых случаях отношения с терапевтом могут являться для клиента единственным значимым человеческим контактом. Тогда еще одной центральной задачей может оказаться необходимым создание привязанности в терапевтических отношениях. На ранних стадиях терапии для шизоидных личностей характерно ощущение пустоты и растерянность. Они могут подолгу молчать, привыкая к сеттингу. В дальнейшем такие люди оказываются очень чувствительными к своим внутренним реакциям и благодарны терапевту за то, что выражение их собственной личности не поддается пренебрежению. Главная трудность терапии шизоидов
заключается в том, что их пытаются лечить как невротиков. Терапия по большей части сводится к тому, чтобы приблизить их к реальности невротиков и показать, что они живут в мире без иллюзий, в отличие от невротиков, которые искажают реальность. Без прохождения терапевтом собственной проработки работа с такими клиентами будет неэффективна. Невыносимо долгое молчание, неспособность описать переживаемый дистресс, минимум умений поддерживать контакт – все это приносит терапевту мало удовольствия, лишая оптимизма и уверенности в успехе работы. Шизоиды нередко испытывают сильное стремление к другому человеку, пока его нет рядом. Однако, как только происходит фактическая встреча, они стремятся к уходу. Уход варьируется от холодности и утраты интереса до агрессии и отвращения. Часто шизоиды говорят, что в голове ведут долгие беседы с терапевтом, а когда приходят к нему, голова становится пустой. Такой человек склонен быть постоянно внутри себя и вне любых ситуаций. Очень просто этот конфликт можно описать и с людьми плохо, и без людей одиноко. Терапия шизоидной личности остро ставит проблему взаимоотношений между клиентом и терапевтом. Может ли лечение быть эффективным, если отношения будут бесстрастными? Такой человек жаждет любви терапевта, но не воспринимает последовательную озабоченность состояния со стороны специалиста как подлинную. Скорее, он воспринимает его как отвергающего. Терапевт возбуждает шизоидную личность своим присутствием, но не удовлетворяет ее, поэтому пробуждает страстное желание удовлетворения голода. Затем шизоидной личности начинает казаться, что она плоха для терапевта, который теряет свое время, работая с ней. В целом, она чувствует, что она поглощает специалиста. Она будет колебаться между желанием выразить потребность и страхом сделать это. Шизоидной личности начинает казаться, что терапевт пытается поглотить ее, поэтому он испытывает тревогу и становится пассивным. Все это приводит к замешательству у шизоида, который не знает, как обстоят дела в действительности. Дилемма страстного желания и неспособности принять проецируется на терапевта. Первичная трудность в терапии – найти путь во внутренний мир, который не вызывает тревоги. Поскольку шизоидные личности закрыты во взаимоотношениях, терапевт может легко впасть в ответную закрытость. В терапии необходимо помочь им набраться храбрости пойти на риск возврата в базисные плохие объектные ситуации для понимания того, что скрывается за их защитными реакциями. Таким личностям важна достаточная заинтересованность терапевта к себе из-за страха быть непринятыми. Когда люди с шизоидной динамикой чувствуют, что их самораскрытие не столкнется с пренебрежением, у них возникает желание поделиться своим внутренним миром. Шизоидная личность при появлении прочных эмоциональных отношений начинает терять подлинную независимость чувств, мыслей и действий. Борьба за разрушение идентификации в терапии длительна и тяжела, и, по сути, повторяет процесс роста к нормальному сочетанию добровольной зависимости и независимости. Здесь может возникать тревога, причиной которой является восприятие сепарации как деструктивного разрыва, а также то, что сепарация ведет к утрате эго и самости. С шизоидными личностями эффективна техника нормализации, подчеркивание нормальности реакций
их принятие и понимание ведет к близости, в которой нуждаются такие люди. Эффективно также использование литературных или художественных образов, чтобы сообщить о своем понимании проблем человека. Также шизоидная личность может извлечь огромную пользу из непосредственных инструкций, особенно касающихся противостояния вызывающим страх сторонам реального мира. Важно использовать их собственные слова и образы, чтобы укреплять чувство реальности и внутренней целостности. Раскрытие личного опыта терапевта приводит к прогрессу в терапии с шизоидной личностью, поскольку такие люди больше других нуждаются в признании их субъективного опыта. При обострении внутриличностных проблем любимое дело или хобби выступает мощным психотерапевтическим фактором. Увлечения шизоидов нередко отличаются не только необычностью по сути и содержанию, но и своей последовательностью, силой, устойчивостью. В социальном плане они выглядят свежими, оригинальными, нестандартными. Как, например, занятия экзотерикой, астрологией, восточной философией или необычными видами самообороны. Эти увлечения нужны шизоиду не для самоутверждения, а потому, что они пронизывают психологическую сущность таких людей в целом и соответствуют их сути. В ходе терапии необходимо будет подойти к глубокому переживанию неудачи, отсутствия обладания или абсолютной утраты матери. Конечная проблема, на которую должна выходить терапия, это то, что шизоидная личность повторно переживает эту неудачу в своей жизни. Речь идет о контакте с матерью, который был или отсутствовал на первом году жизни. Эта тема возникает в ходе терапии достаточно поздно, уже задолго после снятия основных тревог клиента и улучшения его практической жизни. Эта травма очень глубока и оказывает глубокое воздействие на жизнь взрослого человека. Также в ходе терапии, когда происходит постепенное развитие способности переживать чувства, когда существующие формы защиты выводятся на поверхность сознания, усиливаются и окончательно раскладываются, существует вероятность, что шизоидная личность начнет испытывать чувство злости и сможет его выразить во время терапии. Выражение злости может переживаться как потеря контроля. Данный опыт может быть очень ценен для шизоидного клиента, так как в его фантазиях злость – это нечто разрушительное, тогда как в реальности данное самовыражение не уничтожает терапевта и не разрушает отношения. Есть опасность, что когда шизоидной личности станет комфортнее раскрываться в терапии, она сделает профессиональные отношения суррогатом для удовлетворения потребностей в общении, вместо поисков отношений вне терапевтического кабинета. Если доверие сформировалось, то в терапии шизоидной личности это понимающие и сотрудничающие клиенты. Границы контракта снижают страх такого человека быть поглощенным. Касаемо контрпереноса. Возможная контрпереносная реакция на шизоидную личность возникает из-за неосознаваемой очарованности ее интеллектуальным богатством, что приводит к негласному соглашению с ней. Терапевт начинает чувствовать исключительную одаренность своего шизоидного клиента, которую не в состоянии оценить другие люди. Такой сговор доставляет шизоидной личности немалое удовольствие, поскольку освобождает его от напряженной работы над отношениями во внешнем мире,
но она как бы вновь оказывается в тупиковых отношениях с опекающим и недалеким родителем. Еще один вариант контрпереноса заключается в моральном осуждении шизоидной личности за ее интерес к жестокости и насилию. Для терапевтов, незнакомых с шизоидным ландшафтом, может стать неприятным открытие того, насколько закрытость шизоидной личности контрастирует с ее тягой к наблюдению за всем, что связано с насилием и страданием. Переживание взросления для такого человека возможно только в хороших взаимоотношениях, в атмосфере взаимной любви. Если такие личности способны пережить и преодолеть свой страх, они могут достичь высшей степени гуманности и человечности. В идеале цель терапии – это трансформация регрессии в возрождение и повторный рост. Это может произойти в результате установления принимающей объектной связи между глубоким внутренним миром шизоидной личности и терапевтом. Однако, как правило, такие люди сопротивляются изменениям. Также существенным прогрессом будет замена неконтролируемой и неосознаваемой регрессии контролируемой и осознаваемой, и распространение на весь внешний мир достигнутой безопасности с терапевтом. Ну и напоследок, мои рекомендации по терапии шизоидных личностей. Он основан как на моем клиентском опыте, так как я являюсь шизоидом, так и на работе с ними в позиции терапевта. Первое и самое главное, шизоиды очень часто прибегают к интеллектуализации. Если задать вопрос «что ты чувствуешь?», то человек вам ответит из своей рациональной части. При этом у самого клиента-шизоида будет четкое ощущение того, что он раскрывает свои чувства настолько подробно, насколько может. Поэтому не ожидайте от них прямого ответа и четкого описания чувств. Например, «я злюсь», или «я радуюсь», или «мне интересно». С вероятностью 90% этого не будет. Если вы будете внимательно следить за телом, то увидите, что в момент рассказа о чем-либо его положение едва заметно меняется. Чуть подрагивают губы, легкая дрожь в ногах, едва заметные движения рук и так далее. На основе этих движений предполагайте вслух, что сейчас с клиентом. Таким образом, можно от интеллектуализации перейти к пониманию сначала ощущений, а затем и чувств. Я говорю примерно следующее. Я вижу, что когда ты рассказываешь об этом, у тебя немного дрожат губы. Мне кажется, ты расстроен. Очень часто, особенно в самом начале работы, шизоиды приходят с убеждением, что они ненормальны, другие, отличаются от большинства и иногда считают себя сумасшедшими. Необходимо понимать, что такое поведение и проявление в жизни – это вариант нормы. На мой взгляд, очень важно донести это понимание до шизоида. Это помогает как установить доверие и начать строить терапевтический альянс, так и позволяет укрепить идентичность шизоида. Чаще всего шизоиды – это очень умные в интеллектуальном плане люди. Их проблемы сводятся к тому, что им трудно понимать свои и чужие чувства. Нередко приходится объяснять, прямо как детям, что такое чувства и как они проявляются у разных людей. Часто шизоиды считают, что они не обладают чувствами. На самом деле их проявления очень скудны, и это отличает их от других людей. Эту разницу необходимо вынести на уровень осознания и заменить убеждение «я отличаюсь от других людей и ничего не чувствую» на «я умею чувствовать, но по-другому, не так, как большинство людей». Я часто пользуюсь тем, что такие клиенты обладают хорошим интеллектом, и поэтому даю им читать различные статьи об их характере. Это также техника нормализации. Когда шизоид читает о себе, он чувствует себя понятым и от этого менее одиноким.
Впоследствии это приводит к принятию себя. Последнее, что я бы хотел сказать, это то, что шизоиды очень сложные клиенты для начинающих терапевтов. Они способны захватывать терапевтическую власть и прямо-таки задавливать терапевта интеллектом. Рядом с ним и его размышлениями можно чувствовать себя некомпетентным и глупым. Я надеюсь, что эта информация поможет вам лучше понять таких людей, потому что они очень нуждаются в том, чтобы быть понятыми.